Оформляем голову. Я голову набила холофайбером. Глаза поставила между 9 и 10 рядом. И расстояние между глазками 5 столбиков. Глазки 14 миллиметров. Дальше у нас вот и есть мордашка. Мы мордашку пришиваем под глазками. И смотрим, что где у нас прибавочки, вот по 3 прибавочки было, они по бокам. То есть вот так. Пришиваем мордочку. И добавляем холофайбер в нее. Так, что прям под глазками вот так. Я мордашку посадила на иголочки и теперь пришиваю. Переходим к ушкам. Ухо мы складываем пополам и прошиваем ниткой несколько раз, чтобы закрепить его вот в таком положении. Вот так я прихватила. Теперь у нас ушко держит форму. И прикрепляем его к голове, пришиваем. Смотрите, одно ушко я уже пришила. Начинаю пришивать где-то в районе вот 2 ряд. 2, 3, 4 и 5. Вот между 2 и 5. Прикладываем и вот так пришиваем. Пришила ушки. Вот так у нас получилось. И теперь будем вышивать ноздри. Я отметила, это получается между 4 и 5 рядом. На расстоянии 2-3 столбика. Смотрите, уже как нравится. Делаем просто стежочки. Вот такие ноздри. Можно сделать петелькой. Я сделала сначала, но мне не понравилось. Такая мордаха. Теперь будем вышивать реснички и брови. Вот я отметила. Так. И перехожу сразу на брови. Вот такая мордочка. Хочется вышить здесь улыбку. Я не знаю. Сейчас я завяжу узелок и попробую. Мы посмотрим вместе. Если не понравится, распустить можно. Ну, почему-то
Мне так хочется. Ой. Так. Улыбка. Можно сделать отсюда до сюда. Да? Пробуем? Пробуем. Я даю. Прямо не хватает ей улыбки. Замечательно. Я так и оставлю. Вот так. Да? Как вы считаете? Можно было, конечно, не тремя стежками делать, а одним и прихватить. Давайте переделаем. Это несложно. Так, переделываем. Вышиваем мордочку. Одним стежком. И здесь нам надо поприхватывать, чтобы наша улыбка не убежала куда не надо. Правильно? Вот так. Ага, еще надо. Можно еще подтянуть. Сейчас. Вот так. И вот так. Все, и уходим вниз. И будем завязывать узелочек, прятать ниточки. Все как всегда. Вот такая улыбка. Да. Ой, славная лошадка будет. Оставляем хвостик из ниточки для пришивания. И набираем 13 воздушных петель. Дальше во второй от крючка начинаем вязать и провязываем 12 столбиков без накида. Петля подъема. И теперь со следующей будем делать бахрому. Провязываем столбик и вытаскиваем. Какой длины мы хотим хвост, вот столько мы и вытаскиваем. Это сильно длинный, где-то вот так. Это я оставлю. И вот так продолжаем. Вот я натягиваю, у меня на крючке получается одинаковая длина, более или менее.
Вот. И так довязываем до конца. Провязала последний. Теперь соединительный. Ага, вот у нас. Вот он последний. И теперь я протягиваю вот так. Все. Обрезаем ниточку. Смотрите, вот такой хвостик у нас получился. Теперь мы вот эту, которую обрезали, ее можно чуть-чуть покороче, она будет внутри. И мы ее прячем вовнутрь хвостика. Теперь мы хвостик, смотрите, вот так вот собираем, скругляем. И вот у нас оставалась ниточка в самом начале, мы оставляли. Сейчас мы ее заправим и здесь прихватим хвостик. Вот я скрутила. Теперь прошиваю слегка. И надо, самое главное, прихватить вот здесь, вот где у нас краешек. Сюда подтянуть и вшить. Вот такой у нас хвост получился пышный, красивый. Теперь нам осталось пришить хвост этот на место. Где тут наша попка? Смотрим серединку и пришиваем. Вот так. Буду вот так пришивать. И дальше самостоятельно. Наш хвост получился, смотрите какой, приподнятый, как у лошадки, очень красивый, как у настоящей лошадки, мне нравится. Теперь будем делать гриву. Но гриву уже будем ввязывать, поэтому крючок вводим, а схема будет та же самая, то есть мы вытягиваем петлю и вытягиваем длину, которая нам нужна. То есть вы ориентируетесь уже по вашим предпочтениям. О, красота! И переходим, провязываем следующий ряд. Здесь боковую, смотрите, вот так в бок идем. Сейчас длина. И пошли по краешку дальше.
И продолжаем дальше. Переходим с ряда на ряд. И так продолжаем дальше. Мы переходим вот сюда между ушками и опускаемся вниз. Когда сделали челку, приступаем вот сюда, переходим на середину ушек. Мы делаем более длинную, это у нас уже будет грива. То есть каждый раз можете длиннее гриву или короче, вы уже смотрите опять же, какая длина вам нужна. Но гриву продолжаем делать точно таким же способом, только длиннее. И переходим дальше. Продолжаем дальше. Чтобы не сбиться с пути, чтобы грива была ровная, я вот отметила дорожку. Получается, буду в каждом ряду делать по 3 петельки вот таких. Уже у нас последние ряды. И мы продолжаем вязать. Дальше, мне кажется, уже не стоит, поэтому я буду обрезать ниточку и закреплять. И у нас с вами получается вот такая грива. Пышная. Смотрите. Красота. Теперь надо спрятать вот этот начальный хвостик и окончание. Вот такое. Ой, какая грива. Шикарная. Добавляем холофайбер в голову и в шею. И теперь пришиваем. Я начинаю пришивать всегда вот серединки переда, чтобы у нас мордочка смотрела прямо. Теперь не знаю, как бы вам показать. И пришивать начинаем петелька в петельку, потому что у нас здесь 18 столбиков и здесь 18 столбиков. И так продолжаем до конца. Пришиваем голову. Ну что, лошадка вроде и готова, а мне так не хватает для нее украшения, поэтому в кольцо амигуруми набираю 4 воздушные петли. Во вторую от крючка вяжу столбик без накида. Дальше полустолбик с накидом. Дальше полустолбик с накидом. И дальше столбик с накидом.
Дальше через кольцо провязываю столбик без накида. И у нас получилась вот такая вот часть. Дальше 4 воздушные петли. И дальше столбик без накида, полустолбик с накидом, столбик с накидом, и через кольцо столбик без накида. И так делаем еще 3 раза. Вот у нас 5 лепесточков. Затягиваем кольцо. И все, обрезаем ниточку. Я оставила эту ниточку, одну, вторую. Теперь можно просто повесить на шею. Сейчас посмотрим. Ну что, вот такое украшение у нас получилось. Я сначала думала прицепить кулончик, а теперь мне так даже нравится, наверное, больше. Причем это можно связать самим. И не надо ничего покупать. Шикарная грива с шикарным хвостом, ростом 23 сантиметра и шириной 18. Такая забавная.